Тёма, как будем делать? Пальцем будешь показывать или нет? Пальцем и молча. Вот так вот? Давай, может, микрофон вот этот, noise meter. Он до 150 дБ мерит. Увидим здесь АЧХ. Сравним АЧХ динамиков и сравним давление. Я не знаю еще, как мы будем мерить. Он же будет какой-то один пик показывать, самое высокое давление, да? Ну, примерно будет понятно, какой динамик громче на одной и той же мощности. Решил сразу блатануть, показать, какая крутая программа. Ну, ни хера, мы сразу в ней не разобрались. Звонили создателю Кириллу Березину в SPL Lab. Рассказал, как пользоваться программой. Я вам сейчас покажу, что мы будем мерить, как мы будем мерить. Очень интересный должен быть замер. И максимально объективный, мне кажется, получится. У нас, вот, покажи, микрофон стоит на штативе. И мы будем с расстояния полметра направлять его на каждый динамик. Вот. То есть у нас условия замера одинаковые. Теперь покажи экран. Так, мы будем мерить у нас будет два вида замеров. У нас будет АЧХ. Мы запустим микрофон и покажем вам график, какая частота где. Будет визуально видно, какой динамик, у какого динамика какие АЧХ, и мы увидим, где провал, где подъем, какой динамик лучше, какой хуже. И SQL. У нас будет замер 10 секунд. И мы увидим среднее значение за 10 секунд, какой динамик громче. Конечно, это не совсем объективно, потому что пики будут разные. У кого-то будет там на 3 кГц, у кого-то там на 2 кГц. Но в принципе максимальная громкость мы увидим, какой динамик громче. Мерить мы будем на розовом шуме, то есть запустим трек с розовым шумом и будем смотреть выровненные значения на АЧХ, то есть мы увидим абсолютное АЧХ на розовом шуме каждого динамика, и на нем же будем мерить громкость. В общем, у нас сегодня замер АЧХ и замер громкости. Два простых замера, которые нам покажут, какой динамик на какой частоте лучше отыгрывает и абсолютная громкость у какого больше. Так, давайте он включает 20 на 26. Так, вот имеем теперь АЧХ у нас, он запомнил. Красная линия, это у нас герц. И куда он уползает? Так, красная линия герц. Теперь переставляй к DevBones и смотрим АЧХ DevBones. Включай. Так, желтая АЧХ это DevBones. Уже сразу видим, что он тут очень хорошо вырывается на верхах. Теперь у нас момо. Включай. И вот имеем синий график, это АЧХ момо 817. Видим, как она проваливается на верхах относительно герца и DevBones. Видим на середине провал. Переключаемся на SQL и делаем замер. Ну, давай, да, чтобы не переставлять момо, и делаем замер, сколько, 10 секунд, я думаю, хватит. Ставим время замера, он уже стоит 10 секунд. И Тёма ставит максимальную громкость. Я... Сколько? 26, да? Ставишь? Давай. Я кричу, ты что, меня не слышишь, что ли? Угу.
Так, и герц переставляй. Давай быстро замерим, пока люди не зашли. Давай. Так, 94,4. Так, и наш любимый тест, как его назвали, тест пальца, тест одного пальца. Сейчас Тёма будет тыкать пальцем в динамик, который играет, а мы отсюда, я попробую записать на микрофон камеры и на iPhone, посмотрю, где будет лучше видно, ну, вернее, лучше слышно, и приложу это. Там любители послушать через видео динамики, думаю, услышат разницу. Любители писать, что через видео вы ничего не слышите, не смотрите. Вот, мы делаем лучшее, что мы можем сделать. Лучше пока не придумали. Ну, по крайней мере, после вот прослушивания поделимся своими впечатлениями. Скажем, какой же динамик реально громче, какой шире играет, ну, какой ровнее играет. Ну, и эти выводы, можете к ним прислушиваться, можете их оспаривать. Ну, это наши выводы. Так. Поехали. Теперь выводы по динамикам. У нас одни из лучших в России сейчас 8-дюймовые динамики на тесте. Это можно назвать мидбасами, можно назвать среднечастотниками низкоиграющими. Все экземпляры достойны, но, наверное, стоит выделить DevBones. На прослушке он и на цифрах показал самый лучший результат. Он очень широко играет, очень громкий, он громче герца. Хотя герц из 20-ок раньше был практически самым громким, мог поспорить только с FR80. Но FR80 мы не будем сравнивать с этими динамиками, мы их, во-первых, уже слушали, во-вторых, они явно выбиваются из этой категории по неудобству установки. У них громадный магнит, они очень тяжелые. Эти динамики у нас получились удобными как по установочной глубине, так и по весу, в принципе, они приемлемы. Здесь, наверное, стоит выделить Момо. Он имеет самую маленькую установочную глубину, он имеет 8 отверстий для крепления. У DevBones у нас только 4. Вот. У герца тоже 4, но мы видим здесь, если кому-то нужно будет закрепить на 8, здесь можно будет снять вот это уплотнительное кольцо и
использовать 8 отверстий. Также по клеммам у нас самый удобный в установке Герц. Это необходимо для того, чтобы подключить динамики в параллель. Да, очень удобно будет сюда подвести динамики, провода с усилителя и отсюда продлить на следующую пару. У DevBonds у нас такой опции нет, придется скручивать провода либо спаивать. И у Momo у нас то же самое. Теперь, наверное, стоит сказать про DevBonds и SPL Show Герц. Это у нас практически одинаковые динамики. Вот Альфард пошел по самому проверенному пути. Они взяли, скопировали удачную конструкцию и доработали ее. Таким образом мы получили динамики громче и с более широкой полосой. Как они это делают? Они делают это очень просто. У них есть доступ на завод, где производятся динамики. Они не просто заказывают типовую модель, а заказывают несколько моделей с различными комплектующими. Тестируют разные шайбы, разные катушки, разные диффузоры, разные колпаки и так далее. И выбирают самый лучший вариант. Ну, насколько мне известно, я сам участвовал в таких тестах, бывает до 10 вариаций динамика. Поэтому динамики у Альфарда и получаются такими удачными. О самом главном, о цене. Цена у нас Герц SPL Show порядка 12 тысяч, Momo стоит 8 и DevBonds 6,5. DevBonds у нас по цене самый выгодный получается. В тесте я его считаю безусловным победителем, потому что он показал и лучшие цифры, и в прослушке, и качество звука, ширина воспроизводимых частот оказалась лучше других, и по громкости он обошел Герц. Вот. Momo здесь стоит выделить, у него действительно хороший мидбас, но рано затухает наверху. Не очень хорошо воспроизводит самый верх середины, и высокие частоты у него полный провал. То есть как широкополосник она нельзя ее использовать. И вот я рекомендую, как я вот в Бэхе ее использую, как мид отличный динамик. Мне нравится. Но должен признаться, после сегодняшнего теста я поставлю DevBonds. Я надеюсь, обзор вам понравился. Подписывайтесь, у нас будет больше обзоров в скором времени. И пишите в комментариях, обзор чего вы еще хотите увидеть. Мы не сможем все просьбы удовлетворить, но прислушиваемся. И вот просили очень много вот именно DevBonds сравнить с Герцом. Сегодня сравнили. И даже Momo у нас попал под раздачу. Вот хоть и отличный мидбас, мне очень нравится, но явно проигрывает этим двум топовым мидам. Ну или серединам, как угодно это называйте. Ну, я привык просто 20-сантиметровые динамики мидами называть. Все, подписывайтесь и пишите ваши комментарии. Всем пока. Гречку и курицу, да, привез? И овощи? Да? Конечно. Красавчики. Спортсмены, красавчики. Тёма, ты сколько бигтейсти заказал? Да, что ты пи***ишь? 2. Да, Momo у нас из-за неодимого магнита стоит, наверное, дорого. Что ты ржешь? Ты втягиваешь пузочек? Нет, а что? Такое ощущение, будто ты сидишь и только втянул себя. Ну, вот так вот можно. А как надо? Вот так вот? Вот так. Нормально? Почему ощущение, что я тянул уже просто нормально? Ну так, нормально? А трицуху видно? Игрушки из новых анекдоты, да девчонки хохотушки, а тексты нам, наверное, пишет Саша Пушкин. И недалеко оттуда, где пасутся лошади, прямой эфир на первом. Мат летит на Красной площади, купи CD, скачай MP3 в сети. Бред не неси, MC, наши мозги пощади. Это Россия, брат, здесь просто very danger. Налови рыбчину, на которой я помешан. Она сильна, но как в Штатах не приносит кэша. Выходит от души, ведь делаем себе же. На манеже те же, это Витя и Максим. Набирай на сим, собирайся, едем тусим. Гляди, мы золотом увешаны, одеты в блэк. Это русский бит, русский рэп. Что там с продажей, пацаны? У нас есть разные способы мотивации. Вот раз и палец.
Можно тестировать динамики, а можно так. Ты уволен. Только сначала доделай вон ту. В смысле тренажку. Герц рулит. Альфард дерьмо, блядь. Альфард дерьмо. Дерьмо, блядь, пацаны. Дерьмо, Альфард, блядь. На самом деле, смотрите, где мы находимся. На Тузле, ёбаный стос. На всей Тузле, на всей.